Всем привет! Сегодня наша 13-я лекция должна быть классическая. Она будет посвящена интернет-магазину, как я вам и обещал, но она будет несколько в нестандартном формате. Я долго думал, как лучше показать, как лучше интегрировать вас в интернет-магазин. И пока, мне кажется, неплохим вариант буквально-таки показать вам до косточек, как выразился один из наших программистов, показать интернет-магазин со всех сторон. Вот прям действительно до косточек. Поэтому в этом видео, в этой лекции я показываю типовой интернет-магазин, сделанный Битриксом, тиражное решение. Мы смотрим все то, о чем я вам говорил в предыдущих лекциях. А именно, мы посмотрим на модуль торговый каталог, посмотрим на модуль интернет-магазин, на компоненты, как они взаимодействуют, как что в базе происходит. Четкого плана, что будем сейчас показывать, нет. Могут быть какие-то сюрпризы. Ну, давайте нырнем в этот омут с головой. А, Поехали. Значит, где начинается интернет-магазин? Ну, с точки зрения публичной части. На самом деле, хоть с главной страницы. Обычно на главной странице интернет-магазина должна быть возможность уже что-то купить. Наверное, то, что покупают чаще всего. Бестселлеры, новинки, акции, какие-нибудь акционные товары. Поэтому давайте перейдем в режим правки сразу. Сейчас я проверю, что видно. Так. Да, все нормально. У нас на главной странице располагается элемент, скорее всего, каталог секшена или какой-то из его родственников. Да, я вижу, что это элемент раздела. Как раз каталог секшен выводит элементы раздела с указанным набором свойств, цен и так далее. Что-нибудь про интернет-магазин еще тут есть? Тут есть статическая информация о доставке. Ну, и на обычном магазине можно такой блок поставить. Поэтому нет, считаем, что это не оно. Ну и важное изменение, у нас есть корзинка. Под панелью входа и выхода и профиля у нас есть компонент Basket Line, малая корзина. Что интересно, обратите внимание, вот если посмотреть на рамку, ссылка на профиль и выйти – это часть компонента малая корзина, хотя вроде немного другое предназначение у компонента. Может быть, это можно скрыть настройками. Сейчас попробуем. Страница корзины, страница оформления заказа. Да, вот страница регистрации, профиля, добавить возможность регистрации, авторизации. В общем, действительно компонент делает два дела одновременно. Ну, на самом деле дело небольшое, просто вывести ссылку и имя человека, если авторизован. Корзина выводит сколько позиций и на какую сумму. То есть, начиная с главной страницы, мы уже видим два характерных для интернет-магазина компонента. Малая корзина обычно в разработке интернет-магазина сильно не меняет свое поведение, только внешний вид. Каждый дизайнер, кто во что горазд, и видит список позиций корзины чуть-чуть иначе, чем другой. И тут на самом деле работа только идет с HTML, когда вам нужно будет делать настоящий интернет-магазин. Список товаров. Ну, давайте на него посмотрим. Что у нас тут есть? Значит, это выводится. Ну, если бы это не был интернет-магазин, мы бы все с вами сказали, ну, это, наверное, какой-нибудь ньюслист, который выводит элемент инфоблока. Как мы уже говорили в лекции про торговый каталог это тоже инфоблок. Поэтому тут обе точки зрения верны. Это товары, и в то же время это элементы инфоблока. Интересно, что этот блок называется «Тренды сезона». Это значит, скорее всего, что вот эти 9 товаров, которые вы видите на главной странице, выбраны не случайно. Сейчас обновим страницу, давайте, со сбросом кэша. Значит, у нас тут розовое смущение, мужской огонь, весенняя легкость. Посмотрим, если я сброшу кэш на той же самой странице. Ну да, все то же самое. То есть опытным путем установили, что, по крайней мере, на каждом хите это не пересчитывается. Можно посмотреть настройки компонента, откуда вообще берутся именно эти 9 товаров.
Что-нибудь про фильтр нам нужно. Да, здесь имя массива со значениями фильтра для фильтрации элементов. Что это такое? Интересная, кстати, настройка. Хорошо, что мы сейчас про нее поговорим. Списочные компоненты Bittrex умеют фильтровать. То есть списочный компонент, newsList, catalog section, по сути, это такая обертка большая с множеством настроек над get-листом. А у метода getList, надеюсь, вы помните, есть сортировка, фильтрация, выбор колонок, группировка и постраничная навигация. Все эти параметры в том или ином виде присутствуют в компоненте. Вот. И если, смотрите, выбираю поиск, показываю аналогии между getList и каталог секшеном. Ну, во-первых, вот это тоже часть фильтра. Какой инфоблок? ID инфоблока номер 2. Соответственно, фильтр getList передаст iBlock ID 2. Дальше. Источники данных – это какие поля нужно выводить. Это свойства раздела. У нас так. Давайте поищем, где тут выбираются свойства. Поля – это предложений, а вот свойства товаров. Это все равно на мобильных. Нет, должны быть более хитрые свойства. Вот нашел настройки по страничке. Тут они вот в таком интересном виде вы визуально накидываете, сколько вам в этом маленьком макетике нужно товаров. Сейчас выбрано 12 товаров на странице, а мы видим 9. Значит, по нашему фильтру их ровно 9, ни больше, ни меньше. Порядок отображения блоков товара. Вот мы видим. Свойства меток. Меня интересует простое, самое на самом деле банальное бытовое свойство. Какие поля выводить, какие свойства выводить. Тип цены тоже в какой-то степени участвует в выборке. Свойства предложений. Ну вот, скорее всего, оно. Bittrex, может быть, под предложениями имеет в виду сами товары, а может быть и SKU. Поэтому не знаю, сейчас еще проверим. Не, ничего более подходящего нет. Давайте скажем, что да. Вот это те поля, которые он выбирает. Это свойства, которые выводятся в этом компоненте. Что касается порядка вывода. Вот, настройки сортировки. Есть блок, по какому полю сортируем элементы и по какому полю для второй сортировки элементы. То есть мы можем сказать компоненту, что выводи товары сначала по полю сортировка, а в случае, если у двух товаров одинаково, то по алфавиту. Ну, или по дате, а потом по алфавиту, потом по сортировке. В общем, на что хватит фантазии. И что самое интересное, это как раз-таки фильтр, который я вам показывал. Буквально только что. Снова найдем фильтр. Имя массива. Здесь имеется в виду на самом деле PHP-шный массив, у которого имя Trend Filter. Где его искать и что это вообще такое? Почему бы не сделать вот так? Фильтр товаров, и тут пошли сразу условия создавать. Дело в том, что вот это поле, фильтр товаров, оно достаточно новое. Изначально в Bittrex его долгие годы не было. И пользовались вот этим PHP-шным. А сейчас можно сделать визуально. Когда-нибудь все уже забудут, что был такой фильтр. Ну, хотя нет, у него слишком много возможностей. Сами понимаете, ни один конструктор визуальный не даст вам те же возможности, какие есть в языке программирования. Тренд-фильтр надо искать где-то на этой же странице. Я выхожу в режим правки PHP кода и смотрю на главную страницу. У нас тут подключение хедера, у нас объявление заголовка, подключение модуля баннеров. И вот оно, пожалуйста, практически сразу. Объявлена глобальная переменная TrendFilter. Это собственная глобальная переменная, конкретно на этой странице существующая, не битриксовая, системная и не PHP. И сразу же инициализируется массивом property trend 4. Ну, замечательный. Хороший пример, что и в Bittrex иногда бывают спорные решения. Вот, например, property trend 4 для человека, который не знает про этот сайт ничего, звучит как Филькина грамота. Он понимает, что здесь и я, и вы сейчас понимаем, что да, тут речь идет про какое-то свойство тренд,
и выбираются только те товары, у которых там написано 4. Что это такое? Вот сейчас будем узнавать. Версии, ну, реалистичная версия на самом деле, пожалуй, что одна. Это поле типа список, и в этом списке есть определенный вариант, который там означает, допустим, да, в тренде и нет, не в тренде. Вот 4 это айдишник варианта да. Но сейчас я так вслепую говорю, не знаю, что это может быть. Могут быть более сложные случаи, но я не верю, что у Битрикса тут сложная хитрая логика. Более сложный случай – это, допустим, свойство тренд вычисляется по некой сложной формуле, каждую полночь весь каталог пересчитывается, и 4 означает определенный уровень популярности этого товара. Бывают товары с уровнем 1, не очень популярные, там 10 достаточно популярные, ну или нет. 10, тогда непонятно, почему 4. От 1 до 4, допустим. 4 очень популярные в тренде, а 3 достаточно популярные, там, почти в тренде. Ну вот такой вариант. Давайте посмотрим, что на самом деле. Чтобы проверить это, нужно увидеть, какой у нас инфоблок. Инфоблок 2. Тип инфоблока – каталог. Инфоблок – каталог. Заходим в панель управления сайтом, в админку. Находим настройки тип инфоблок, каталог, одежда. Второй инфоблок. Да, в адресной строке я вижу ID равно 2. Смотрим свойства. Нам нужно свойство с символьным кодом тренд. Вот оно, тренды, список. Ага. Утверждается первая гипотеза. Смотрим варианты, какие тут есть. Тут вообще только один вариант в этом списке. Y, да. Ну, соответственно, фильтруются только те товары, у которых в свойстве тренд написано да. Тренды. На самом деле это плохой вариант. Никогда так не делайте. Если вам нужно поле типа флаг, по сути здесь ведь именно оно и есть. Давайте посмотрим. Тут наверняка флажки включены. Вот, вид в умном фильтре, флажки. Внешний вид, флажки. Если мы сейчас зайдем в карточку какого-нибудь товара, вернемся, давайте изменить товар, то мы увидим там тренды и стоит галочка. Да? Да, тренды и галочка стоит. То есть это на самом деле довольно легальный способ создать флажок, но он не очень оптимальный. Почему? А вот вы сейчас в этом и убедились. Когда у вас список с одним элементом, у вас многие вещи делаются достаточно просто. Да? Вы можете отфильтровать те, у которых галочка не стоит, те, у которых галочка стоит. Ну вот тут пошли интересным путем. В Bittrex в этом тиражном решении поставили property trend равно 4. Могли написать property trend не пустой. Тогда им не надо было бы 4 включать в код, а 4 это магическая константа. Более того, она зависит от сервера. Если мы бэкап, если мы снесем весь сайт и потом обратно накатим всю структуру данных, он уже будет не 4, а какой-нибудь 25. Надо будет в коде везде четверки менять на 25. Поэтому эта вещь как минимум должна быть в константе, а как максимум она должна вычисляться по символьному коду. А вообще желательно, смотрите, как создавать такие свойства. Свойство типа число, и туда вписывается 1, если да, и ничего, если нет. И при выборке также фильтруем по единице, а если нужно у тех, у кого галочки нет, отсутствие единицы или 0. 0 Bittrex к пустоте приведет. Тут проблемы не будет. Я заругался совсем на Bittrex, а у меня задача была показать, какой он хороший. Надо обратно на основную линию повествования переключиться. Так, мы видим список элементов. Я хотел в админке попытаться такой же список построить, чтобы вам показать. Перехожу в инфоблок товаров. Сейчас узнаем, есть ли тут тренды. Да, нам повезло. Свойство тренда в умном фильтре сделано. Мы говорим да.
Должны увидеть 9 товаров. На самом деле вот эти 9 товаров мы тут и увидели. Интересно, в каком порядке они тут пойдут. Цветочная поляна, женский соблазн, ночь морозных узоров. Нет, не такой порядок, как на сайте. А вот если в обратную сторону, розовое смущение, мужской огонь, весенняя легкость. Да, вот так оно как раз. Воссоздал в админке ровно тот же алгоритм. Теперь дальше. Это пока часть похожа на самом деле и на обычный список элементов. Что тут интернет-магазинного? А вот что. Цена и в корзину. Ну и это, собственно, главное отличие. А второстепенное это вот наличие вот этого конструктора цвета, размер одежды. Так как этот товар можно купить, то у него появляются вот эти вещи, потому что есть SKU. Откуда берется, давайте рассмотрим на примере вот этой футболки «Мужской огонь», откуда берется цена, вот эти размеры, вот эти все цвета. Что это вообще такое? Итак, поехали. Я открываю этот товар в админке. Смотрим на него, что тут есть. Я рассказывал вам про вкладку «Торговые предложения». Вот это она. Торговые предложения. Наверное, пока еще не поздно, я покажу настройки инфоблока. Все-таки в 11 лекции мы говорили сначала про каталоги, потом про SKU. Я вот пропустил каталоги. Исправляюсь. Смотрите, у самого инфоблока есть вкладка «Торговый каталог». Здесь как раз есть настройки. Является торговым каталогом и стоит галочка. Имеет торговое предложение, галочка. И какой инфоблок используется для торговых предложений. Вот он, offers, одежда. А если перейти в одежда предложения и посмотреть в другой инфоблок из каюшни, посмотреть там, как выглядит вкладка, вот так. Галочка не снимаемая. Если я являюсь чьим-то SKU, то у меня нельзя снять этот флажок. И опять же, ничего нельзя поделать, является инфоблоком для. Этот у нас побочный, тут нельзя управлять настройками. Вот здесь можно. Если мы снимем галочку или поменяем инфоблок, то здесь изменение произойдет. И торговым каталогом перестанем быть. Возвращаемся к товару. На странице мы видим цену 779 рублей. Один цвет красный, 5 размеров. Вот я все варианты попробовал. Нет, других цветов похоже, что сейчас нет. Один цвет, 5 размеров. Откуда взялась цена? На самом деле цена, которую мы сейчас видим, это на то предложение. Эта футболка – это товар с предложениями. Вот вы в списке могли заметить это. Я не обращал вашего внимания, но думаю, заметил. Вот. Тип товара – товар с предложениями. Футболка «Мужской огонь». Что это значит? Что с точки зрения Битрикса этот товар, вот именно этот элемент инфоблока купить нельзя. И у него нет своей цены, у него нет своего наличия. Это лишь абстракция. Не существует на свете футболки «Мужской огонь» как понятие, как не существует, не знаю, айфона. Да, айфонов не существует. Существуют айфоны там с конкретными размерами, с конкретными параметрами, с конкретной диагональю и цветом корпуса. Как абстрактного понятия его не существует. Также и здесь. Мужского огня нет цены. Вот это 779 – это цена на предложение красное размера XS. Вот сейчас у других товаров тоже какие-то цены выводятся. Это во всех случаях цены неких предложений, которые выбраны по умолчанию. У предложений могут быть разные цены, сразу скажу. Давайте, может быть, попробуем провести эксперимент. У нас по умолчанию выбран красный размер XS. Сейчас перезагрузим страницу, посмотрим, правда ли он по умолчанию выбран. Я же нажимал. Обновили страницу. Смотрим. По умолчанию красный XS 779. Теперь давайте попробуем провести эксперимент. На вкладке «Торговые предложения товара» мы видим все связанные с этим элементом инфоблока элементы другого инфоблока предложений. Они все называются также «Футболка «Мужской огонь». Они все активные и отличаются только размером и могут отличаться цветом, но сейчас цвет у них одинаковый. Вот они.
размеры и розничная цена. Первый у нас открывается XS. Давайте попробуем ему задать цену не 779. Допустим, у нас все XS раскупили. Редкий товар стал. Цена повысилась. 800 ровно. 500 рублей ровно. Обновим в панели управления. Посмотрим, какая цена сохранилась. Да, XS 800 рублей. Обновляем главную страницу. Если получится, то сейчас вы увидите работу управляемого кэша. Мы никакую кнопочку не нажимали. Погодите, нажимали. У меня в адресной строке Clear Cache стоит. Эксперимент не очень чистый появился. Получился. Давайте еще раз. 800. Еще повысимся. 900 рублей пускай будет. 900 рублей. Обновляем главную. Теперь я не сбрасываю кэш. Нет параметра Clear Cache в URL. Все равно 900 рублей мы увидели. Очень хорошо. Теперь попробуем поменять размер. Зашли на сайт, нам не подходит XS, мы хотим XL. Цена стала 779 рублей. Все остальные размеры тоже 779 и только XS 900. Туда-сюда вот переключаюсь, цена меняется. Вот так решается вот эта интересная задача. Как вывести цену для элемента инфоблока, у которого своей цены нет. На самом деле мы считаем, что просто какое-то предложение выбрано, скрывается за этой карточкой. То же самое с наличием, если бы тут оно выводилось. Еще здесь выводятся свойства артикул, производитель, материал. И еще раз артикул. Вот, обратите внимание, как ведет себя второй артикул при переключении. Он меняется, а первый нет. Первый общий артикул, а последний это артикул конкретно этого предложения. Значит, первые три свойства артикул, производитель, материал, скорее всего, идут из самого товара. Артикул, производитель, материал. Вот они. А артикул второй идет из торгового предложения. Давайте откроем торговое предложение и увидим там артикул. Да, так и есть. Если нужно там сотруднику магазина по телефону сказать, какой товар вы хотели, то надо называть артикул второй, а не первый. Иначе он не поймет, о каком конкретно вы говорили товаре. Теперь дальше. Как работает вывод цены? Мы поговорили. Конструктор SKU как работает? На самом деле он работает, вычисляя разницу между SKU-шками. Комбинаторика, я ее называю, включается. Смотрятся все свойства и различные выводятся. Но тут, кстати говоря, не совсем я прав. Раз выводится цвет красный, значит все-таки где-то есть такая настройка, что, мол, выводить цвет. Сейчас посмотрим настройка компонента. Есть ли тут указание цвет и размер выводить в конструкторе? Кстати, насчет типа цены я об этом упоминал. Чтобы цена выводилась, обязательно нужно вот здесь в настройке тип цены выбрать все нужные нам типы цен. На сайте сейчас используется только один тип цен. Показываю, как это проверить. Каталог, цены. И вот, пожалуйста. Есть базовая цена, тип цены розничная. И есть оптовая, она не задана. Вот мы используем только вот эту строчку. Это базовая цена розничная. Вот она, розничная. Как и есть. Так, так, так. Так, так, так. Где же у нас цвет выбран? Цвет и размер, если быть точным. Ага. А значит, надо куда-то залезать в недра модуля торговый каталог и смотреть на эти свойства там. Я сейчас попробую быстренько забраться туда, но если сейчас не увидим, то бог с ним. Оставим так. Останется загадка не раскрытая в этом видео. Если тут его не будет, то искать его это очень долго. Угу. Экспорт, доступные поля.
Валюты, каталог уже, да, близко, но не совсем. Все равно продажа прав, доступ. Нет этого здесь. Значит, где-то в недрах Битрикса вот выбирается, по каким полям это все делать. Может быть, это даже зашито просто на уровне шаблона, не визуальная настройка. В общем, вопрос. Давайте смотреть дальше. У нас есть кнопка в корзину. Что она делает? Я сейчас включаю панель сетевой отладки. У меня это, кстати, висит на той же кнопке, что и авиарежим. Надеюсь, я не промахнусь в комбинации клавиш, а то отрубится интернет, и непонятно, что будем делать. Будем подключать, и видео вроде не остановится, но не хотелось бы. Я хочу показать, что происходит, когда мы добавляем товар. Вкладка Network, она всегда показывает суть. Неважно, на чем сделан сайт, какие технологии, какой фреймворк. Вот вкладка Network всегда показывает истину, что там на сервер на самом деле уходит, и с него в оригинальном виде приходит. Я сейчас вставляю галочку Preserve Log, чтобы она оставалась. И давайте купим наш дорогой товар. Кстати, смотрите, я переключаю SKU, и никакого общения с сервером не происходит. Он уже получил все цены всех товаров на этой странице. И мы просто переключаемся между полученными данными. Нажимаю в корзину. Отлично. У нас было 4 запроса. Смотрим на них. Первый запрос – это первые 3 XHR, следующий – это SVG. Нам не нужна SVG, смотрим только на XHR. Первый называется, ведет на главную страницу, добавляется get параметр action add to basket и ID-шник 169. Готов поспорить, что 169 это ID нашего торгового предложения. Просто иначе, иного объяснения быть не может. Да, вот 169 наш как раз дорогой товар. Сейчас я ID-шник настрою, чтобы он был в начале. У меня видео несколько обрезано. Может быть, с краю экрана вы не увидите. Вот, 169 XS 900 рублей. Соответственно, мы попросили сервер, похоже, что добавить в корзину 169 товар. Что после этого произошло? Давайте посмотрим респонс. Не очень хорошо читаемый респонс. Статус ок, месседж, какой-то там месседж. Давайте попробуем по-быстрому его декодировать, посмотреть, что там было на самом деле. Вот превью, может быть, нам поможет. Да, все, ничего не будем декодировать. У нас есть превью. Товар успешно добавлен в корзину. Правда, мы нигде не видим визуально этого сообщения. То есть сервер попросил, клиент JavaScript кода в вашем браузере отправил запрос на сервер асинхронный, получил в ответ самое главное статус ок и говорит, все, да, товар добавлен успешно в корзину, дальше JavaScript сам решил, что сделать. Он решил показать вам вот такое всплывающее окошко. А что же делают остальные 2 запроса аджаксовых? Есть у меня мыслишка. Сразу включился превью. Давайте посмотрим все-таки, куда ушел запрос. Он ушел в компонент Bittrex Basket Line. А второй запрос, если мне не изменяет память, туда же ушел. Да, еще 2 запроса к одному и тому же адресу. И данные на самом деле, скорее всего, точно такие же. Сейчас проверим. Нет, данные будут отличаться. Здесь у нас CSID, Site ID, ARPARAMS передается, весь огромный большой. Зато ответ очень похож. Смотрим респонс. Это кусок верстки прям пришел. И отличается только вот в мелочах. Здесь у BR, например, есть класс dNon, dBlockSM. Что это такое вообще? Что это за 2 запроса? Как только вы добавили товар в корзину, вам нужно все, где упоминается ваша корзина и этот товар, изменить. Если поменять сам товар достаточно просто, обычно после добавления товара в корзину, его кнопка «Добавить», «Купить в корзину» меняется на «Добавлен», «Куплен», «В корзине» или «Перейти к оформлению», «Продолжить покупки». В общем, конкретный товар купили, как правило, кнопка меняется. И это достаточно просто сделать на JavaScript, не требуется никакой дополнительной логики.
Добавили, значит добавлен. Купили, значит куплен. Отложили, значит отложен. Но у нас же в шапке, напоминаю, есть малая корзина. Представьте, что мы открыли сайт в двух вкладках и начали добавлять товары то в одной, то в другой. У нас на хорошем сайте информация с разных вкладок должна обновляться. Ну, в идеале в одной вкладке добавил товар, в другой он тоже появился. Ну или хотя бы в другой вкладке он появился после того, как мы в другой вкладке что-то добавили. Ну, то есть добавили в первой вкладке, на второй 0. Добавили во второй, на второй становится 2. Вторая вкладка знает, что там что-то произошло на сервере. Вот мы сейчас и наблюдали как раз запрос для вот этого обновления. Сам компонент малой корзины узнал, что на странице произошло добавление, и пошел, обновился, запросил новый кусочек верстки. Если я сейчас прокручу вверх, вы увидите, корзина, одна позиция на сумму 900 рублей. Но закономерный вопрос, а что за еще один запрос от Jax PHP? Ответ следующий. Эта верстка сделана таким образом, что тут для мобильной версии своя корзина. Если я вот так включу, мы увидим, ну, значит, нет, еще не все. Вот, мы видим чуть-чуть другую верстку сайта. Какой-нибудь больший экран нельзя выбрать? Нет, не получится. В общем, в мобильном виде здесь есть еще одна корзина, которая чуть-чуть по-другому выглядит. И они, с точки зрения JavaScript, они обе в дом-дереве, просто одна видна, одна нет. Но их это не останавливает. Если мы любой товар добавили, каждая из этих корзин себя обновляет. Было бы 3 корзины на странице, мы бы увидели 3 Ajax запроса. Ну, просто не бывает 3. Мобильный вид и десктоп вид. И этого достаточно. Вообще, это такой халтурный немножечко вариант работы. Правильнее, чтобы вообще одна корзина была и быстрее будет работать. Верстальщику, конечно, придется потрудиться, но пускай потрудится, если нужно хорошее качество. И вот у нас тут товар не поменялся в корзину, наверное, потому что, ну, такая идеология у Битрикса. Товар можно еще раз добавить в корзину, сколько угодно раз нажимаем, можно добавлять. В этом шаблоне, по крайней мере, так. Вполне могло бы быть, что там, заказчик в другом проекте с другим шаблоном хотел бы другую. Давайте продолжим про данные. Раз уж я показал каталоги товара из SKU из модуля каталог и цены, давайте добьем остатки и перейдем к интернет-магазину, потому что на самом деле модуль торгового каталога заканчивает свою активную деятельность как раз при добавлении товара в корзину. Все, после этого уже работает интернет-магазин. У каждого товара есть поле «Доступное количество». Посмотрим, откуда оно берется. Оно есть на вкладке «Торговый каталог». Сама вкладка «Торговый каталог», кстати, сейчас смотрю, она хорошо вам видна? Да, отлично видна. Мой портрет не заслонял. На вкладке «Торговый каталог» есть подвкладки. И нас теперь интересуют остальные. Помимо цен, здесь есть параметры, скидки, склады, подписки. Интересуют в основном склады и параметры. Склады – это то, о чем я говорил, количественный учет, основанный на складах. У нас Bittrex может знать, что товары интернет-магазина физически присутствуют в каком-то количестве складов, 10, допустим. Соответственно, он может посчитать, если на первом складе 5 товаров, на втором 6, на третьем 7, на четвертом 8, то всего их там 150. И конечное число 150 Bittrex не позволит редактировать. Но он позволит отредактировать количество на конкретном складе и пересчитает, что произойдет после этого изменения. Доступное количество выводится на вкладке «Параметры». Здесь же есть единицы измерения из интересного. И дальше у нас отображаются параметры для конкретно этого товара, учета. У нас установлена поддержка количественного учета. У нас нельзя покупать товар
при отсутствии, и у нас можно подписываться на товар при его отсутствии. Что такое подписка? На самом деле она начиналась когда-то тоже как корзина. Когда вы подписывались на товар, оставляя имейл, вы его на самом деле складывали в корзину с особым флагом и с указанием имейла. Вот такая была интересная вещь. Сейчас Bittrex это чуть-чуть по-другому реализовал. Причем, смотрите, здесь во всех трех параметрах стоит по умолчанию. По умолчанию. Да, нет, да. Это значит, что для каждого товара решение принимает, конкретно для этого, но на самом деле у всех товаров установлено по умолчанию. Для всех товаров решение принимает модуль торгового каталога. Идем в торговый каталог и видим количественный учет, где он тут есть. Вот, количественный учет да, разрешить покупку нет, разрешить подписку да. Давайте снова поэкспериментируем. Сделаем наш, XS мы уже изуродовали, давайте теперь примемся за S. Скажем, что S, сейчас какой у нас тут учет в настройках модуля складской, не используется. Значит, про вкладку склады знаем, но туда не ходим. Написано, что 100. Но это так, чисто для справки, если нужно. Пока галочка не включена, склады на самом деле никак не изменяются и нигде никак не выводятся. Скажем, что майки размера, футболки размера S, правильно, и футболка, красный, S, да, закончились. Вот так. Проведем два эксперимента. Скажем, что сначала он только один остался. Расходное количество 1. Применим. Не надо было. 1. И попытаемся купить две футболки размера S. Посмотрим, что произойдет. Должен воспрепятствовать. Должен сказать нет, нельзя. Добавили в корзину. Он говорит, доступный для покупки 1. Наверное, я уже просто добавил, поэтому он себя так странно повел. Давайте посмотрим. Я перехожу в большую корзину, так называемую. Смотрите, я до того, как поменял количество, добавил несколько раз S-товар, и теперь мне сказали, что, извините, вы понадобавляли, но мы уменьшили до единицы, потому что больше просто нет. Удалим корзины. Смотрим, что на главной. На главной, кстати, я удалил из корзины на другой странице, здесь осталось. Как правило, оно так работает. Совсем делать связь между разными вкладками, это уж слишком хитро. Перехожу, нажимаю в корзину, товар добавлен. Я купил сейчас единственный товар. Нажимаю еще раз, и мне говорят, вам нельзя. А почему вообще я вижу здесь в списке S? Потому что на самом деле этот товар еще в магазине. То, что кто-то его положил в корзину, ничего не меняет. Вот если я оформлю заказ, дойду до конца, тогда количество поменяется в базе данных на 0. И то зависит от настроек резервирования. Может быть, мне надо не просто оформить заказ, может быть, мне еще надо оплатить, а может быть, даже забрать. Давайте ускорим эту процедуру. У этого товара поставлю доступное количество 0. И посмотрим, что будет на главном. Зачеркнули нам размер S. Нельзя этот товар теперь купить. Если на него переключились, у нас только нет в наличии. Нажать на нет наличия можно, но ничего не происходит. Этот шаблон не поддерживает подписку, хотя в настройках модуля подписка разрешена. Это, кстати, интересный нюанс, так часто бывает. Потому что у Bittrex очень много возможностей, очень много функций, просто прорва. И поддерживать их все в конкретном шаблоне достаточно непростая работа. Даже Bittrex в своем тиражном решении не смог разрешить подписку при отсутствии товара толком реализовать конкретно в этом шаблоне. Может быть, другой приспособлен под это. Так, про наличие я поговорил. Это как раз были остатки. Давайте теперь совсем уж закруглимся по модулю каталог. Я покажу вам на уровне базы данных, как все это выглядит. То есть это у нас, да, хороший, красивый интерфейс. А на самом деле там что? Я всегда был сторонником подхода, что если вы знаете, как оно хранится, как данные выглядят в базе, то
У вас никому не обмануть. Вы всегда на любой вопрос можете ответить. В крайнем случае, посмотрев как раз в эту базу данных. Начинаем с каталога. Б-каталог. Когда мы ставим галочку, что инфоблок является каталогом, в базе данных что-то меняется. Скорее всего, в базе данных должна быть таблица Б-каталог. Или вот, наверное, это Б-каталог iBlock. Со связью 1 к 1. Что у нас тут есть? Ну, пожалуйста. У нас тут для второго инфоблока есть запись, это одежда, и для третьего инфоблока это предложение. Так как мы оба, на самом деле, при установке модуля, они были оба установлены как каталоги, вот в этой таблице B-каталог iBlock появилось две записи, для второго и для третьего, с примечаниями, что во втором инфоблоке нет ничего, просто обычный торговый каталог, без каких-то зависимостей. Он ни от кого не зависит, от него зависит. От него зависит третий инфоблок. Вот тут сказано, что третий подчиняется второму, Product iBlock ID. И здесь есть SKU Property ID. Что это такое? Чтобы связать SKU с товаром, вспоминаем нашу схему на лекции. Эту схему я дал на следующей только лекции. Да, вот торговый каталог ER. Чтобы связать SKU с товаром, вот эта вот связь. Мы сейчас увидели, как связаны инфоблоки, два, через поле Product iBlock ID. А теперь как связан SKU с конкретным товаром. Он связан с точки зрения инфоблока через свойства. Вот открываю мужской огонь размера A, это SKU, и тут есть поле, может быть его будет не видно, придется включать, размеры обуви, размеры одежды, цвет. Да, не видно его. Редактируем. Где. А вообще должен выводиться вот сразу перед артикулом. Я, может, его не заметил. Скорее всего, он скрывается, потому что я не по-настоящему смотрю на инфоблок, а через вот этот интерфейс вложенных SKU. Вот, давайте посмотрим мужской огонь размера, да любого на самом деле размера. Вот, уже лучше. Это футболка мужской огонь размера S, которую мы обнулили, правильно? Да, доступное количество 0. И вот элемент каталога, это как раз поле отвечает за связь с базовым товаром. Тут написано футболка мужской огонь, и вроде бы это текст в строке, но это не так на самом деле. Если его стереть и начать вводить заново, футболка, у нас появляется выбор. Так что в базе данных хранится не строчка футболка мужской огонь 21, а только связь с 21 элементом инфоблока. Если посмотреть настройки элементов инфоблока, то мы увидим свойство, называется CML2 Link. CML2 это аббревиатура от Commerce ML, Commerce Markup Language, язык разметки коммерческих данных. Этот формат используется для обмена данными с 1С. И вот оттуда все это пошло. Много свойств, вы можете заметить в торговом каталоге, будет вот этот префикс иметь CML2. Вот это свойство элемент каталога, 19. Смотрите, мы в базе данных это число уже видели, SKU Property ID. Это ID свойство, которое хранит привязку между SKU и базовым товаром. Тип этого свойства особый, привязка к товарам SKU, а не просто какая-то привязка к элементам. Тоже важно. Значит, когда мы связали два инфоблока, мы, во-первых, создали, неявно, не сами руками пошли создали, мы создали запись вот здесь, создалась запись, B-каталог iBlock, а также создалось свойство 19, которое называлось элемент каталога с кодом CML2 Link. И теперь через это свойство все товары связаны со своими SKU. Вернее, наоборот, каждый SKU знает один свой базовый товар. Надеюсь, с этим понятно. Давайте дальше. Каталоги товара, простые цены и остатки. Покажу, что у нас есть несколько типов цен в панели управления. Типы цен.
Вот, базовая и оптовая. Ну, давайте посмотрим, как выглядит базовая. У нее есть очень много кодов. Есть ID-шник, есть внешний код, который используется в файлах обмена. Есть символьный код для сайта обязательный. Тут везде должен быть, конечно же, должна использоваться латиница, не кириллица. Бывает. Сортировка цены, название на двух языках и пользователи, которым можно смотреть и которым можно покупать. Честно говоря, я ни разу не видел проекта, в котором тут разные были бы. То есть можно смотреть, но нельзя покупать. Ну, вот ни разу еще такого не было. Но в Битриксе такая возможность есть. Я даже не знаю, как она будет работать. Действительно ли я буду видеть 100, а покупать за 200? Это странное решение. Ну, наверное, просто под какую-то задачу, с которой я еще ни разу не сталкивался. Здесь нет валют, то есть мы просто говорим, есть некая цена, и ее название это скорее предназначение. Цена для магазина, цена для оптовиков, цена для Инстаграма. А конкретная валюта задается в товаре, когда мы задаем цену. Ну вот мы идем сюда. Почему тут выглядит розничная цена и оптовая вот так по-разному? Дело в том, что розничная, она базовая. Вот, у нее даже написано базовая. И базовую цену Bittrex выводит вот в таком виде. А все прочие цены выводятся вот здесь в табличке. Галочку нажал сейчас. Расширенный режим управления ценами. Я про него рассказывал, а говорил я про него, что мы не будем его касаться. Он позволяет задавать цены для диапазона. Если купили одну штуку, то цена такая. А если 100, то уже подешевле, дороже. И вот здесь валюта. Но это валюта закупочной цены. Закупочная цена вообще не является ценой с точки зрения Bittrex. По ней нельзя купить, это просто для статистики. Владельцу интернет-магазина куплено по цене такой, а закупочная, по которой ему досталось, была другой. И вот валюта базовой цены. По умолчанию тут есть рубли, доллары, евро. Ну и прочие валюты. Валюту давайте не будем углубляться. У нас уже 47 минут идет видео. Я надеялся вообще в час уложиться. Ну, похоже, что не получится. Следующие сущности. Простые цены, остатки. Да, я показал, как в админке выглядят цены. Я показал, как выглядят типы цен и сами цены. Теперь посмотрим, как это в базе данных все выглядит. Каждый элемент инфоблока, вот этого волшебного, является товаром. Значит, у него есть запись в таблице B-каталог Product. Давай смотрим. Товар, какой там 169, кажется, был SKU, да? Посмотрим, 169. Так, 169, вот вроде прав я, 169 действительно это товар. Ага, ID, XS, вот 171, давайте посмотрим на 171, это тот, который мы обнулили. Смотрим, в этой таблице B-каталог Product нет явного указания, там ничего похожего на iBlock элемент ID. Почему? Потому что используется вот эта вещь, ID-шник. То есть первичный ключ продукта и первичный ключ элемента, когда я говорю таким особым тоном, это надо запомнить. А первичный ключ элемента, он же первичный ключ продукта. Если где-то когда-то услышите ID продукта, знайте, что речь на самом деле про ID элемента. И наоборот, у 171 элемента инфоблока ему соответствует 171 продукт. В таблице B-каталог Product. 71 товар. Основные поля этого продукта в этой таблице хранятся. Она не очень широкая и не очень узкая. Из интересного, здесь есть поле quantity, это как раз таки доступное для покупки количество. Угу. Так, это не важно. Единицы измерения. Ссылка на справочник единиц измерения. На самом деле все из важного. Конечно, тут все остальные параметры, которые вы видели на вкладке торговые предложения, вернее торговый каталог, вот,
Все, что вы здесь видите, ставка НДС, закупочная цена, валюта закупочной цены, коэффициент единицы измерения, вес, длина, ширина, так, группа товаров, что-то новенькое. Это все в этой таблице. Почти все. Ну, по крайней мере, вот ширина. Watt ID это как раз ставка НДС. Длина должна быть. Да, длина, ширина, высота, разрешенная подписка, буква D вот в этом поле, в этом и в этом означает, господи, забыл, наследовать, в общем. Наследование от базового. Вроде наследование inherit, а D, наверное, default. Да. И Y значит да, N значит нет, D значит default, посмотреть в модуле. На самом деле, бэк-каталог продукт нам не особо важен. Тут вот из важного только quantity. Все, больше мы сюда не будем возвращаться. Есть еще отдельная таблица наличия по складам. Давайте ее покажу. Но опять же, в данном случае она нам не очень важна. У нас каждый товар сам решает, сколько его. Можно его напрямую попросить передумать. Вы видели, я сделал, что было 100, стало 0. А если бы был складской учет, мне бы нужно было оформить документ списания товаров со склада. После этого на складе стало бы 0. Товар бы пересчитался в 0. Только после этого мы могли бы эксперимент наш ставить. Это более сложная цепочка и не самая сложная еще. Не вижу смысла сразу сложные вещи вам рассказывать. Б-каталог. Сейчас посмотрим. Кажется, вот эта таблица B-каталог Store Product. Тут должно быть, вот, я не помню точное название этой таблицы, в ней должны быть ID-шник продукта и ID-шник склада, ну и количество. Минимум 3 столбца. Да, это оно. 171 давайте посмотрим товар, который я обнулил. Я обнулил доступное количество, но я не трогал склад. Поэтому здесь у 171 товара размер S, футболка, на единственном складе, а по-прежнему 100 значится. Опять же, это не участвует в логике сайта, это нужно только там для отчетов, поэтому такое противоречие в данных допустимо. И не только здесь, и не только в Bittrex. Следующая остановка. Какая сущность? Простые цены, остатки, товары, SKU. Цены показал. Нет, цены. Вот, собственно, цены и остались. Вот как вы думаете, никогда не догадаетесь, как называется таблица, которая хранит типы цен? Ну, то есть, наверное, там price type. Вот ни разу. Это называется B-каталог групп. Вот она. Называется каталог групп, но по-русски тип цены. Объяснение только одно. Когда-то хотели другую логику заложить в Bittrex, в эту таблицу, а потом все-таки решили, пускай будет вот так. Поэтому каталог групп, мальчишки и девчонки, это у нас с вами тип цены, price type. Отсутствует понятие price type в базе данных, есть каталог групп. Мы видим два типа цен, можно даже вот так вот открыть. В одной вкладке открою типы цен, где ими можно управлять. Набегай. Вот так. Прям красота. На самом деле очень-очень похоже. Почти никаких хитрых преобразований нет. У нас есть name, это название. Ну вот он. Нет, это все-таки code. Код, наверное... Хороший вопрос, кто из этого code? Name и XML ID есть, и там написано base. А здесь у нас base написано во внешнем коде и в коде. Внешний код это XML ID всегда, а код это значит name. Вот так. Значит, это код, это признак того, что данная цена является базовой. Y здесь может быть только у одного типа цены. И вот это да тоже может быть только у одного типа цены, это одно и то же. Сортировка, кем изменен. Права, кому что можно видеть, хранятся в отдельной таблице. Туда не буду спускаться, если захотите, загляните туда. Там просто этот тип цены
эта группа пользователей можно покупать или можно смотреть. А что надо вынести из этой таблицы? У каждого типа цены есть свой ID-шник числовой 1 и 2. Ну и теперь самое интересное – это цены, конкретные цены на товар. Нам нужна таблица B-каталог Price. И здесь самое важное – это ID товара, ID каталог групп, но мы-то знаем, что это тип цены, и, собственно, значение валюты. Остальное все это уже какие-то дополнительные поля, которые нас сейчас пока не интересуют. Давайте вспомним, что у нас был товар за 900 рублей. Может быть, нам повезет, мы его найдем по значению цены. Вот, нашелся. Только один товар на сайте стоит 900 рублей. Это 169-й товар. 169-й товар – это элемент 169. Он лежит в инфоблоке SKU. Это та злосчастная футболка размера XS, на которую мы цены несколько раз повышали. Как найти все цены на все SKU конкретного товара? Иногда такая задача встает. Напрямую никак. Нужно знать ID-шники этого товара, вернее этих SKU, и выбирать. Или нужно сджойнить с таблицей B каталог, даже нет, не B-каталог Product. Связь между SKU и базовым товаром хранится там же, где хранятся все свойства. С ней нужно джойниться, и только тогда можно вытащить все цены на все товары, на все SKU товара. Эта задача на самом деле часто встречается, потому что в интерфейсе ведь нужно вывести цену на товар. И варианта два. Либо мы берем какой-нибудь SKU один и выводим его цену, либо мы берем все SKU, понимаем, если у них одна цена, не имеет смысла писать там от до. Прям ее же и пишем. То есть все наши SKU, можно любой размер майки, любой размер футболки за 900 рублей можно купить. Если одна 900, другая 800, то тут уже варианты. Можно написать от 800 до 900, от 800 до 900, среднее арифметическое вывести, примерно 850. Разные варианты, но такая задача встречается. И, наверное, на этом по основным сущностям все. Значит, каталоги B-каталог Product, товары SKU B-каталог Product, простые цены это B-каталог групп типа цен и B-каталог Price для цен, остатки B, как там было, тоже B-Product, B-каталог Product. В самом товаре остаток хранится. А складские остатки, они уже по B-каталог Store Product. Так, сматываемся немножечко, я вкладок тут уже наплодил. И давайте перейдем к интернет-магазину. Он всегда сложный, непонятный, большой и интересный. Покупатели, ну давайте с покупателей и начнем. Значит, я сейчас на сайте сижу как админ. Давайте я попробую еще одну приватную вкладку открыть. И мне интересно, я в ней тоже буду админом? По-моему, да. По-моему, в Chrome сессия, да, единая сессия. Тогда давайте сделаем вот так. Возьмем, пока будем проверять на текущем пользователе, а потом покажем отдельно для того, что происходит, если бы я был анонимом. В Bittrex есть отдельная страница, которая называется «Список покупателей». Эта страница предназначена для контент-менеджера, для того, кто не хочет в таблице базы данных лазить, хочет видеть в красивом все интерфейсе. Вот у нас список покупателей, и смотрите, он не соответствует списку пользователей сайта. У нас 3 пользователя и всего лишь 1 покупатель. Что мы еще можем про это сказать? Про эту страничку. Давайте попробую сейчас в другом браузере добавить какой-нибудь товар в корзину. Посмотрим, что произойдет. И попутно рассмотрим
Я думаю, что все-таки покупателем пользователь станет только когда он оплатит нам какой-то заказ. Дата регистрации, но она может быть пустой. Я сейчас, это не видно, я другой браузер открыл, захожу на сайт и добавляю там всю ту же футболку «Мужской огонь», не авторизовываясь. Смотрим, появился новый покупатель? Не появился. Нужно все-таки купить, нужно дойти до конца. А когда мы купим, у нас и логин будет, потому что ну совсем для анонимов точно нельзя. А как же увидеть, что у нас все-таки кто-то на сайте бывает, пусть ничего не оформляет? Для этого есть страница корзины. Вот она уже поинтереснее, смотрите. Вот это на самом деле отображение таблицы BSL Basket, ну, сгруппированной только по как раз покупателю. У нас есть покупатель, основанный на пользователе администратор сайта. И есть еще два покупателя, ни на ком не основанные, на анонимах. И вот сейчас, 14 как раз, я добавил в корзину товар на 900 рублей. Пока вы не видели, давайте сейчас добавлю еще один, другого размера, XL. Добавил, обновляемся. Пожалуйста, кто-то другой на сайте сейчас был, он добавил товар размера XL в эту корзину, и все, вуаля, теперь у него есть эта корзинка. И он может уйти, походить, вернуться через несколько месяцев, а корзина будет его помнить. И товары у него останутся, если, конечно, их не раскупили и не сняли с производства. Посмотрим, что теперь творится на уровне самой базы данных. Это вот самое интересное, на мой взгляд. Таблица. Значит, у нас есть таблица B Sale Basket, которая хранит позиции корзины, ну и на самом деле позиции заказа, вы помните. B Sale Basket. Фильтруем по айдишнику по убыванию. Вот только что я добавил два товара в корзину на 900 и на 779 рублей. Это все были футболки разных размеров. И вот последние два товара, которые вообще кто-либо добавлял на этом сайте, как раз являются футболками «Мужской огонь». Тут мы не увидим, скорее всего, размера конкретного. Да, размера нет. Но мы увидим айдишники. 168 и 169. Это вот на самом деле то, что мы сейчас тут и увидели. Вот это вот. Это ссылка в личную часть. Нет, нам не нужно. Ну ладно, 900 и 779 рублей, пока на это будем ориентироваться. Вот они. Я в браузере добавляю другой какой-нибудь товар, в платье добавил, смотрим, что происходит. В Sale Basket появилась еще одна запись. На 3000 рублей я на 3000 добавил. Так и есть, платье весеннее легкость. Вот оно. Сюда, помните, копируется ссылка на товар, название товара скопировалось, цена товара тоже скопировалась. Как группировка происходит? Происходит вот по полю F-User ID. У нас вообще тут сейчас третий, значит их не больше трех. 1, 2 и 3. Давайте посмотрим на таблицу без self-user. Напоминаю, что фузер это такой пользователь, анонимный или зарегистрировавшийся, который начал добавлять товары в корзину. Ему не обязательно быть авторизованным, но обязательно, чтобы он начал что-то добавлять в покупать. Иначе он не является фузером, фейковым юзером. Что сейчас делаем? Еще в одном браузере я зайду на сайт. Зашел. Ничего не делаю. Смотрим, что происходит в таблице BSLF-User. Ничего, 3 записи, как было, так и есть. Теперь я в другом браузере добавляю товар штаны цветочная поляна за 2199 рублей. Обновляем. BSL F-User. Появился. Все, чтобы создался F-User, достаточно было добавить товар в корзину.
Я проверю, если тут включен простой режим без шифровки, то где-то в куках вот этот символьный код должен появиться у моего пользователя вот в этом браузере, который вы не видите. Если видите, я покажу как-нибудь. Скриншот сейчас сделаю. Если это не отображается, ну тогда мы ничего и не теряем. Ну, вот, захожу в хранилище, и что мы ищем? FB и заканчивается на AB. Ну, тут есть поле BX user, не видно, BX user ID, но он другой. Поэтому нет, не будет смотреть, значит он зашифрован, и это будет не так наглядно. Возвращаемся назад. BSLF user создался, значит, кто-то в приватном режиме, ну, я в приватном режиме это делал, кто-то анонимный зашел на сайт и добавил товар в корзину. С точки зрения Bittrex у нас появился новый возможный покупатель. Bittrex завел под него запись в BSL F-User. Это четвертый был F-User. Он ему установил в сессию и в куку запись. Ну, на самом деле он установил только в сессию, а сессию он получает благодаря тому, что есть кука. Он запомнил, кто это, он выдал ему, так сказать, паспорт, чтобы в следующий раз пользователь определился. И в таблицу BSL Basket добавил товар. Вот сейчас увидите. BSL Basket, вот, пожалуйста, появилась запись для F-User ID 4. Вот. А теперь представим, что там в другом браузере я прохожу авторизацию. Ну, то есть я человек, который когда-то на сайте был, а потом просто забыл, что я авторизован. Так, как он назывался? testexample.com и пароль. Самый безопасный на свете. Ага, еще неправильно. Да? Сейчас посмотрим, что произойдет, когда Bittrex внезапно осознает, что вот этот F-User ID 4 это на самом деле авторизованный пользователь. Я зашел на сайт, смотрим, что произошло. Я зашел под пользователем ID 3. Вот под этим. Тест example, да. John Test. Смотрим на таблицу BSL Basket. Что-то поменялось? BSL Basket F-User ID остался четвертый. Могла появиться привязка к User ID. Нет, что ли, такого поля? Но только F-User ID. Значит, напрямую не связан заказ с пользователем. Тут только в API, получается, он связан. А в таблице BSL-Fuzzer появилась следующая запись. Четвертый фейковый пользователь на самом деле соответствует третьему авторизованному. И вот у нас уже первое несоответствие. Тут не один к одному F-User к юзеру. Тут вот так может быть. Теперь проведем еще один эксперимент. Придется выйти из админки ради этого. Делаем это так. Очищу все куки. Да. Так. Пароль админа я могу вспомнить? Да, смогу. Думаю, смогу. Не страшно. И давайте вот даже так сделаем. Я добавлю админу несколько товаров в корзинку. У нас уже две позиции. Все, вообще не вопрос. И надо стереть куки. Почему не просто выйти? Надо прям забыть, что мы когда-то вообще были этим админом. Все стереть, что только можно. Local storage у нас ничего толком не хранится. Session storage ничего не должно. Куки. Вот, кук тут полно у нас уже наплодилось. Все безжалостно чистим. Можно было бы приватный режим перезапускать, не знаю, как на это трансляция отреагирует. Мы некий пользователь, у нас 0 позиций на сумму 0 рублей. Добавим какой-нибудь экзотический товар, который точно не добавляли. Тут шлепки, по-моему, были. Давайте костями какими-то. Шлепки вот эти найдем. Это не через ее, а может быть кто-то забыл включить поисковый индекс на этом сайте.
И скорее второе. Ну, не то, что забыл включить, скорее всего, я его отключал. По умолчанию тут Bittrex его ставит. А, вот они. Вот они. Кости на пляже. Вот, давайте купим кости на пляже самого большого размера, что есть. 39. 5 штук. Да. Нет, 10, чтобы цена была на нолик заканчивалась. Ровненькая была. Вот. Сразу 9000 рублей. Батюшки, как дорого. А теперь проходим авторизацию. Говорим Битриксу, что я вообще-то админ. И я вообще-то... Сейчас посмотрим пароль. Помнил это только что. Итого, у нас было две позиции на сумму что-то около 1500. Теперь у нас одна позиция на 9000. Смотрим, что будет после авторизации. Прям у нас три позиции на сумму 9800 рублей. А я сказал примерно 1500. Сейчас уточним. Я, кажется, футболки покупал. Ну, в принципе, да, было на сколько? Было на 9000 рублей. Вот я добавил еще... один недоступен. Вообще странно, что-то калькуляция у меня не сходится. Сейчас, давайте посчитаем. Было 9000 рублей, а теперь 9800. У меня есть товар, который вообще недоступен ни в каком количестве. Вот тогда все сходится. Посмотрим, что в базе данных поменялось, пока я был анонимным неким F-юзером. Когда я зашел, мне присвоился и начал добавлять товары в корзину, создалась запись в таблице BSL Fuzzer. Наш Fuzzer, смотрим на него. Похоже, что она удалилась, надо было посмотреть промежуточный результат. Да. Давайте посмотрим тогда BSL Basket. В BSL Basket все понятно. Так как для пользователя User ID 1 уже есть фузер, то после авторизации меня перепривязало. Соответственно, мой пример не получился таким наглядным, как я хотел его вам представить. Ладно, не вопрос. Давайте сейчас я то же самое сделаю в браузере, который вы, к сожалению, не видите. Вот я проверяю, кто я. Ага. Так, вот так. Зашел на сайт анонимным пользователем, добавил платье красная фея размер XS за 4000 рублей и авторизовываюсь. Погодите, прежде чем авторизовываться, смотрим, как выглядит BSL Basket. BSL Basket создался F-User ID 6 в другой вкладке. Этот у нас будет BSL Basket. Соседний у нас будет BSL Fuzzer. Что не нравится? BSL Fuzzer. Вот создалась запись шестая. Этот пользователь не авторизован. И ввожу данные. Я админ, мой пароль, вот он. Еще раз. Сейчас есть Fuser 6 и вот это платье за 4000 рублей. И в таблице BSL Fuser есть шестой. Как только я авторизуюсь как админ, прошла авторизация. Смотрим. Давайте, наверное, отсюда начнем.
У нас была 23 позиция. Она была привязана к шестому пользователю. 4000 рублей. Вот смотрим на это. 23, 6, 4000. Обновляем. 23, 1, 4000. Как только я авторизовался, Bittrex понял, что вот этот fuser 6 на самом деле не шестой, а первый. Все от него перекинул в первого и удалил его. Fuser ID 6. Смотрим, пропал. Да, вот так мы экспериментально увидели, что делает Bittrex, когда мы авторизовываемся на сайте, ну, так сказать, вспоминая, что у нас вообще была учетная запись. Не проблема, что мы забыли пароль, проблема, что мы зашли на сайт, не поглядев, начали добавлять товары в корзину. Вот так Bittrex экономит размер bestseller юзера, как только может. Но все равно, понимаете, они накапливаются. У нас есть раздел «Брошенные корзины», и там на насыщенном сайте здесь очень много записей. Через какое-то время получается. Это мы с вами поговорили про покупателей и про корзины. Теперь смотрим на что? На заказы. Но на самом деле с заказом тут показывать достаточно просто. На самом деле. Мы не поговорили про детальную страницу товара, но суть у нее практически такая же. Вы должны показать, какая цена, вы в настройках, какие типы цен, выбрать товар и сделать «Купить». По нажатию на «Купить» происходит ровно то же самое, что и при покупке на детальной на списочной странице. Про оформление заказа давайте до оформления заказа дойдем. Это страница «Большая корзина», где можно поменять количество, поменять конкретный SKU, который мы хотим. Но это еще не оформление заказа, это совершенно другая страница, адрес Personal Card. И здесь лежит компонент Basket. Basket, если быть точным. Bittrex Sale Basket. Какие тут параметры есть интересные, давайте посмотрим. На самом деле почти ничего интересного тут и нет. Корзина, она и в Африке корзина, и в зависимости от шаблона там можно или нельзя перевыбирать SKU. Количество, как правило, можно везде делать. Свойства меток. Нет, ничего особо интересного. Просто положили корзину на страницу и забыли. А вот оформление заказа уже чуть поподробнее, поинтереснее рассмотрим. Как я рассказывал, это одна на самом деле страница, просто она заполняется в несколько присестов. Поэтому это, с одной стороны, одношаговое, с другой стороны, все-таки пошаговое оформление заказа. У нас есть обзор товаров в корзине, который мы не можем поменять. Одна штука, 10 штук, одна штука, ничего не можно сделать. SKU другой не можем выбрать. Ничего тут не меняется. Следующий блок – это регион доставки. Это все поля, связанные с местоположением, и поля, которые надо выбрать прежде, чем указывать местоположение. А в Bittrex это тип плательщика. Мы смотрим. Давайте тогда ограничимся следующей информацией. Тип плательщика влияет на очень многое в Bittrex. По умолчанию в таком простом интернет-магазине есть просто один тип плательщика, и вас его не спрашивают, вы его не видите. Но может быть интернет-магазин достаточно сложный, и вас спросят, физическое вы лицо или юридическое. И если юридическое лицо, то вам будут показаны другие свойства заказа, другие доставки и другие оплаты. Ну, вернее, как могут быть показаны другие, могут быть те же самые. Но пока вы там в рамках одного типа плательщика остаетесь, у вас ничего не поменяется. Если вы физическое лицо, допустим, у вас всегда спросят адрес дома, где вы живете. Если вы юридическое лицо, вас будут всегда спрашивать ИНН организации. После того, как вы определяетесь с типом плательщика, идут свойства. Получается, давайте покажу, как это в админке делается. Магазин, типы плательщиков. Ну, с типами плательщиков тут все просто. Физическое и юридическое. Интереснее со свойствами.
Смотрите, у нас есть, я переключился на юридическое лицо, у нас есть свойство местоположения индекс. Переключаясь на физическое лицо, у нас есть местоположение индекс город появился. Как это сделано? А вот так. Фильтруем по типу плательщика физическое лицо и смотрим, какие тут есть свойства. У нас есть местоположение, город, индекс. Вот они, как раз zip, city и location. А если сделать юрлицо, у нас есть индекс, у нас есть местоположение, у нас вроде есть город, но его почему-то не спрашивают в юридическом лице. Значит, тут чуть хитрее это. Возможно, у него не стоит флажок, что я являюсь там, городом. Или в настройках компонента стоит не выводить это свойство. У него никаких особых галочек нет. А сейчас посмотрим у физлица. Есть какие-то особые? Давайте даже сравним. В упор не вижу никаких отличий. Это физлицо. Это юрлицо. Город. Даже самому интересно, почему не выводится. Активность входит в профиль, доступна в фильтре по заказам. Но у них разная сортировка, разный внешний код, разумеется. Значение по умолчанию вот там есть. Но, честно говоря, вообще идентичные. Данные для доставки. И здесь тоже данные. А нет, вот она в чем разница. Смотрите. Город у юрлица входит в группу свойств контактная информация, а город у физлица входит в данные для доставки. А у нас вот здесь выводятся как раз данные по доставке. То есть у физлица вот здесь город, а в последнем шаге не будет города. И наоборот, у юрлица здесь города нет, должен быть вот здесь, в покупателе. Ну-ка, 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 ну-ка. И здесь нет. Плата, доставка. Или в доставку это спрятали. Или здесь я не вижу. Ну, давайте проверим последнее. Здесь, может быть, он не выбран. Оплата, доставка, доставка. Нет, ничего выбранного или не выбранного нет. Свойства это нет, это про товар. Слушайте, ну тогда у меня есть предположение, что тут некая внутренняя логика в самом шаблоне включенная. Давайте я этот вопрос запомню и в следующий раз расскажу, почему же тут город так странно выглядит. То есть, то нет, в зависимости от плательщика. Интересно. Вам интересно. А ну-ка, выберите свой город в списке. Если вы не нашли свой город, выберите другое местоположение. Так, интересно. Какой-нибудь, что-нибудь несуществующее. Выберите местоположение из списка. А как выбрать другой город? Ты мне расскажи. Не, похоже, нельзя. Просит выбрать другой город, а нельзя выбрать другой. Едем дальше. Это был блок регион доставки. Надо что-то указать, чтобы от меня отвязались. Ну, пускай будет Москва. Выбираем доставку, либо доставка, которая называется курьером за фиксированную сумму 500 рублей, либо бесплатный самовывоз. Откуда взялись эти две доставки? Вот сюда идем. Как раз таки называется службы доставки. Вот она. Это страница в панели управления. Здесь у нас 3 службы доставки. Одна неактивная, вот она СПСР, срочная доставка почты. 2 активных, курьером самовывоз. Посмотрим на них. Это достаточно простые службы доставки, без какой-то логики. Я вам говорил, что служба доставки это частично настройки, частично код на сервере. Вот тут кода на сервере просто минимум. Из настроек все берется. Настройки обработчика. Цена 0 рублей у самовывоза. Настройки обработчика курьер. Цена 500. Все.
И никаких вам запросов ни к какому API. Если очень нужно такое делать, то это вот что-то вроде SPSR доставки. Насколько я ее знаю, тут у нас не будет вывести цену там, фиксированную. Тут как раз там много настроек, логины, пароли, индивидуальные номера. И вот эта служба доставки, если ее включить, если ее настроить, логин, пароль указать, тогда будет выводить нормальные настоящие цены. Пока давайте выберем доставку курьером за 500 рублей, чтобы было интереснее, разумеется, и перейдем к выборе оплаты. Оплата у нас тут карты, терминалы, Сбербанк, а в админке все это видится, просматривается здесь. Платежные системы. Часть, по-моему, я их увидел здесь. Тут даже постраничная навигация доступна, если их будет больше. Вот, на самом деле тут их 9. Значит, работают какие-то ограничения. Ну, самый простой способ – наличные курьеры. Смотрим, что про этот платежный провайдер известно. Стал медленно работать. Мы подключаем кэш, наличный расчет. Ну, по сути, это тоже такой PHP, который ничего не делает. И говорим, нам разрешать ли пересчет, какой логотип, какое название. Вот все, что будет здесь выведено. Когда мы выбираем доставку, у доставки может быть какая-то цена. У провайдера платежных систем, конечно же, не будет цены. Мы не будем платить за то, что мы используем какой-то там другой способ. Давайте посмотрим, почему тут нет трех каких-нибудь экзотических. Да? Квитанция Сбербанка. Есть. Счет на оплату. Вот, счет на оплату отсутствует. Почему же он отсутствует? Давайте в него зайдем. Мы не видим счет на оплату, потому что стоит ограничение по типу плательщика только для юридических лиц. Если бы мы переключились на юрлицо вот здесь, давайте переключимся. Того и собрались, чтобы посмотреть на все. То доставки все те же самые, а вот оплаты теперь либо наложены, либо счет на оплату. Давайте вернемся к физическому лицу. У него просто меньше полей заполнять в последнем шаге. Из лица. Курьер. Ну, давайте банковская карта выберем. Интересно, что произойдет. Просто не настраивал ничего в интернет-магазине. ФИО администратор, имейл, телефон, адрес доставки. Что произойдет дальше? Надо что-нибудь еще. Служба доставки, службы оплаты, свойства заказа. На самом деле нет. К чему мы сейчас готовимся? Что произойдет в базе данных? Давайте предскажу будущее. В таблице B Sale Order появится новая запись. На самом деле табличка очень маленькая. Ну, не такая большая, как ожидаешь. Sale Order. У нас 6 записей пока что, значит будет 7. Здесь будут свойства, будут самые важные вещи. Даты, айдишники, цены. Ну, очень много дат, очень много флажков, очень много всяких внешних XML айдишников. А также изменение произойдет в BSL Basket и в BSL. Дальше сложно. Order, Prop, Value. Да, вот они. Самые важные это эти. Да. Так будем смотреть. Я админ, я F-user 1, и у меня, если посмотреть по корзине, по таблице, вернее, что есть в базе. У F-user 1, вот мы видим много заказанных уже позиций Order ID, а вот 3 не заказанных. Вот у этих 3 проставится 7. А в BSL Order Props появится тоже 7. И, ну и создастся BSL Order 7. Давайте смотреть, как это будет.
Ну и что еще в BSL Order? В BSL Order тут должны быть флажки Delivery ID, Payment ID. Delivery ID. Вот и Pay System ID. Проставятся те, которые я выбрал. Я сейчас не буду смотреть ID-шники и говорить конкретные значения. Мы увидим страницу «Спасибо, ваш заказ оформлен», и, возможно, мы увидим какую-то форму «Перейти к оплате». Ну, давайте смотреть. Нажимаю «Оформить заказ». Вот тот компонент оформления заказа, который мы сейчас увидели, он как раз он наполовину на JavaScript, наполовину на сервере. И что-то в нем менять, ну, чтобы что-то менять, надо знать и JavaScript, и PHP. Поэтому это достаточно непростым компонентом он считается, плюс он устроен еще и не так, чтобы очень понятно. А нам говорят, ваш заказ номер 7 успешно создан, и вот там перейдите к оплате. Давайте сейчас нажмем перейти к оплате, интересно, что будет. А вот, меня перекинули на сервис платежный. Но, разумеется, параметры неправильные, поэтому на самом деле заплатить я не могу. Могу только вернуться назад и посокрушаться. Теперь смотрим, что в базе данных произошло. BSL Order обновляем. Появился седьмой. Седьмой заказ на сайте S1, оформленный на тип плательщика физическое лицо, неоплаченный, не отмененный. Статус N значит новый статус. Статусов порядка 10 в интернет-магазине бывает, ну, обычно меньше. И первый статус это N, новый, начальный, принят. И последний F, готов, доставлен, все вопросы закрыты. Дата последнего изменения статуса совпадает с датой создания. Цена доставки отдельным столбцом. И есть цена за оплату. Смотрите, я говорю, что такого не бывает, а у них тут колоночка под это есть. Ну, интересно, не знаю, предыдущих заказов ноль, и никогда не видел, чтобы что-то заполнялось. Доставлять пока нельзя. Там Bittrex связан с учетной системой, может быть связан с учетной системой. И она, может быть, по умолчанию, увидев новый заказ, пойдет его доставлять человеку. Вот для этого флажочек есть, что не надо разрешать доставку пока что. А что еще тут есть? Общая цена, скидки, наценки, Pay System ID 4, Delivery ID 2. Всякие внешние коды для систем обмена. А пользователь тут есть? Там это что интересное. User ID. Да, самое главное, что пользователь есть. Почему он тут есть, а в корзине нет, мы уже знаем, потому что корзина может быть оформлена и анонимным пользователем. А вот заказ оформляется уже с регистрацией. Если бы у меня не было учетной записи, то тут два варианта. Либо Bittrex прям не пускает, говорит стой, либо авторизуйся, либо зарегистрируйся, а потом оформляй заказ. Но это плохой подход, не ориентированный на клиента. Хороший подход – это пустить человека оформить заказ, ну так, втихомолочку спросить у него имейл. Ну, не то, что втихомолочку, просто не акцентируя на этом внимание отдельно. А вот этот имейл сейчас, там большими красными буквами, сейчас мы используем для регистрации. Спросить имейл, сделать поле обязательным, при оформлении заказа создать пользователя и привязать к нему заказ сразу же. А если такой имейл уже был, прям так и сказать. Погоди, погоди, парень, ты пытаешься оформить заказ, указав имейл, а у этого имейла доступ к сайту есть. Может быть, ты он, заходи. А если это не ты, то ты ошибся. И тоже не надо оформлять заказ. А вот если такого имейла не было, никаких проблем. Смотрим в BSL Basket, как поменялся. У всех позиций с пустым Order ID проставился Order ID 7. Теперь это не товары в корзине, теперь это товары в заказе номер 7. Можно добавлять новые товары. Если бы в последнюю секунду я оформил, перед оформлением заказа добавил бы еще один товар в корзину в другой вкладке, то он бы тоже попал в заказ. И таблица Best Sale Order Props Value. Это значение свойств заказа. Вот у нас появилась целая пачка значений у седьмого заказа. Это адрес доставки, город, местоположение, индекс, телефон. И вот здесь все значения.
которые были указаны мной. Явно или неявно. Слушайте, ну, дошли до конца по интернет-магазину, не затронули только, давайте сверимся еще со списком компонентов, которые я в лекции давал. Компоненты, каталог, структуру разделов. Ну, так, неинтересный, там даже от торгового каталога ничего толком нет. А элементы раздела. Вот, умный фильтр забыл. А из торгового каталога что у нас осталось? Компоненты, ссылка на корзину, корзина, заказы пользователя. Да, давайте покажем еще заказы пользователя. Оформление заказа показал, все хорошо. И к умному фильтру вернемся. Как только я оформил заказ, мне предлагают перейти в персональный раздел сайта. Не вопрос, давайте перейдем. Вот мои текущие заказы. И как раз вся информация. Заказ номер 7. Ну и предыдущие 6, которые я делал. Статус заказа. Где же он? Тут не выводится короткий статус. Тут нужно увидеть его только на детальной странице. Вот это все ЧПУшный компонент. Называется Sale Personal Section, персональный раздел пользователя. Нет, это не совсем тот сейчас компонент, кажется, Sale Personal Section. Да, это такой, получается, уже трехуровневый компонент. Есть компонент комплексный, который отвечает за вообще весь личный кабинет пользователя, а есть тот, который отвечает конкретно за список заказов с деталями. Вот тут сейчас мы видим только не тот комплексный компонент, о котором я говорил, но тем не менее, он тоже подключает в качестве дочерних компонент списка заказов, компонент детальной страницы заказа и, надеюсь, компонент отмены заказа. Давайте посмотрим. Еще раз. Вот это у нас список заказов, 7, 6, 4, 3. Остальные, наверное, завершены. Ну да, вот они, завершенные, 2, 1. По каждому заказу краткая информация. Плюс повторить можно и отменить, если поезд не ушел. В 4 заказе у нас можно сделать повтор. Повтор заказа на самом деле ничего сверхъестественного не делает. Он всего лишь добавит в корзину все то, что было. Сам заказ не будет еще. Наши параметры оплаты и напоминания оплачено, не оплачено, отгрузки со своими статусами. Мы же выбрали, в 7 заказе мы выбирали какую доставку? Курьером, кажется, да? Вот мы увидим информацию. Курьер приехал, не приехал. Ну, пока еще ожидает обработки. Ничего никто еще не начинал делать. И напомнить можно самому себе содержимое заказа. Если почему-то не нравится заказ, его можно отменить. Это уже компонент отмены заказа. Тут я про него даже не упоминал. Да. Есть комплексный, есть список, есть детальный. А еще есть отмена заказа. Это все, что касается самих заказов. И давайте в 2 часа, я думаю, мы уложимся. Самое интересное – это умный фильтр. Тоже компонент очень сложный, нацелен на упрощение пользователя, чтобы ему было намного легче найти какие-нибудь конкретные товары. Давайте выберем какой-нибудь раздел с подразделами. Посмотрим, как он себя ведет. Да, достаточно хороший пример. Обувь. Есть конкретно тапочки, а есть вообще обувь. Давайте начнем. Тапочки был такой сквозной пример. Ну, вообще раздел такой довольно бедный, всего 2 товара. Умный фильтр вот он. Позволяет нам указать диапазон цены, производителя материала, ну и все свойства, которые мы хотели бы. И включая ограничения по комбинациям доступных. Допустим, если я хочу вот такого цвета товар за, не знаю, сейчас давайте посмотрим сначала, что он за товар нашел. Он нашел тапочки «Любимый спорт» за 1000 рублей. Давайте тогда у него попросим этот цвет, но за, вот почему-то нам хочется подороже, за 1100. 1100 выбрал.
Цвет выбрал, показывает. Ну и что это такое? Наоборот, давайте еще раз. Выключу режим правки, иногда он на JavaScript влияет. Выбираем цвет и выбираем цену. Вот я вижу, что он покрасил серым этот диапазон. И, скорее всего, это значит, что типа, эта цена недоступная, и любые твои действия с фильтром по цене не будут применяться. Вот по адресу я вижу, что так и есть. А я хотел показать вам противоречивый пример. Ну вот, можно так. Мы выбираем снова вот этот цвет, какой-то там красный, коричневый, и говорим, резина, кожа, вот хочу, не могу. Он говорит, нельзя. А если я вот так сделаю, так вот, оп, оп, и сразу сюда галочку, успел поставить, смотрите, он заблокировал и то поле, и это. Нет, только одно поле заблокировал я теперь. Как ты так сделал? В общем, если очень быстро нажимать, то в любом интернет-магазине, скорее всего, можно вот такой трюк провернуть. Вот, я сделал противоречащий самому себе фильтр. Материал из резина кожа и цвет коричневый. Но он не нашелся. Вот это уже персональные рекомендации, это не список товаров. Просим фильтр. А что еще тут интересно? У нас есть в скобочках количество прогнозируемое. То есть если я просто ткну одно это поле, станет два товара. Ну, на самом деле его и было два. Не бог весть какой результат. А давайте посмотрим, как будет выглядеть фильтр в общем списке обуви, не только тапочек. Вот у нас тут есть и тапочки, и какие-то панталеты, и туфли. У меня режим правки на этой вкладке открыт. Вот, давайте тут поинтереснее будет. Допустим, из кожи есть два товара, и там 35 размера есть 7 товаров. Интересно, комбинируются ли они? Хочу 7 товаров 35 размера, ну, ничего не произошло. У всех товаров есть 7 размер. А вот если я скажу кожа 2, то он, ну, опять же, не очень интересно получилось. Давайте два каких-нибудь свойства выберем. Каталог слишком скучный каталог всех товаров, всех размеров, всего в достатке. Давайте в футболке пойдем, там-то мы знаем, что у нас творится. Угу. Очень хочу размер S. Покажи мне все товары, у которых есть S. И, пожалуйста, он нас почему-то предложил товар, которого нет в наличии. Может быть, тут есть галочка по наличию, а может быть, не сбросился кэш фасетный. Давайте попробуем его бросить. Был пример такой, ну, хоть хороший, а то ерунда какая-то. Вроде вам сказал, что отключил, а оно все равно есть. Если не поможет, знаете, мы удалим этот S-товар, прям вообще удалим. Идет удаление файлов кэша. Знаете, самое популярное решение ответа – это сбросить кэш. Ну, любая проблема в Bittrex, как правило, этим решается. Но не в этом случае. Давайте еще фасетный индекс сбросим. А это универсальное решение проблемы с умным фильтром. Ну, надо вот его отключить, снова включить. Давай, создавайся. Фасетный индекс – это как поисковый индекс, служит для ускорения поиска. Если его отключить и зайти на сайт, где миллион товаров, то в умный фильтр будет очень долго строиться, будут очень долго считаться вот эти числа. А что ты будешь делать? Все равно S5 остался. Ну все, сейчас мы с тобой разберемся. Футболка «Мужской огонь» размера S. Давайте-ка мы ее найдем и прям отключим. Размер обуви, размер одежды. Вот она, 171. Все, деактивировать. Не буду ее удалять, может еще пригодится. Вот, другое дело. Футболка. Ну, похоже, что этот фильтр просто работает так, что закончился товар, такая логика. Ну, временно его нет, но когда-нибудь он вернется, поэтому через фильтр его можно найти. Вот, смотрим. Тут еще и фильтр, я так понимаю, работает... Нет, хотел сказать, что он работает в живом режиме, неправда. Вот я нажимаю S4,
Я по-прежнему вижу 5 базовых товаров, которые были, но появилось окно «Выбрано 4 показать». И если я уже перейду по ссылке, я увижу только вот эти 4. Если я снимаю галочку, он говорит «Выбрано 5». Но пока я не нажму, я эти 5 не увижу. И какая-нибудь хитрая комбинаторика. Допустим, хочу красный, и вот он говорит, пожалуйста, все кроме S. Если бы я там успел накликать, он бы в тупик зашел. Ну, у меня идеи, что вам еще рассказать в этой лекции, похоже, что закончились. Те компоненты показал, все рассказал. Если у вас какие-нибудь вопросы по вашим лабораторным присутствуют, по итоговой вашей работе, вы их мне на почту, пожалуйста, задавайте. А тема следующей лекции не знаю пока. Может, хочется добить уже интернет-магазин, поговорить немного про API, вот прям про программирование, а не про данные, не про компоненты, не про настройки. Наверное, это и попробуем сделать. Спасибо за внимание. Не прогуливайте лекции, смотрите. Итоговое задание делайте. Ну, пока.